Сегодня четверг. Мы выселяемся с номера и планируем сейчас взять новую машину, на которой мы отправимся в Zion National Park и еще парочку красивых мест. На улице плюс 22 градуса. Заберем машину, позавтракаем первым же делом и потом двигаться по нашему дестинейшену дальше. Привет. Мы только что вышли с баджета, компании, которая рентует машины. Нам предложили апгрейд, то есть заплатить немножко экстра для того, чтобы повысить класс машины, на которой мы будем. И нам предложили за экстра $40 на 2 дня заапгрейдиться от Hyundai Elantra к Ford Mustang. Кажется, мы ее нашли. Это калифорнийский Мустанг на калифорнийских номерах. Белый красавчик, новенький, быстренький, вкусненький. Мы приехали завтракать в место, которое называется The Egg and I. Тут есть небольшая лайн, поэтому мы ждем outside. Мы прождали в очереди примерно минут 25, чтобы нас посадили. Меню даются на такой газете бумажной. Меню на самом деле очень большое. 5 страниц с разнообразными опциями для завтрака. Омлеты, бенедикты, салаты, сэндвичи, вафли, фруктовая тарелка. И цена довольно-таки лояльная, как для района Вегаса. Выглядит довольно аккуратно. Достаточно места между столами, чтобы чувствовать себя комфортно, поэтому so far so good. Будем ждать еду. Как нам принесли еды, я заказал омлет, внутри которого есть пюрешка, garlic mashed potatoes. И выглядит это очень аппетитно. Ребят, хотел вам показать систему, которая здесь стоит. На каждом столике есть аппарат. Засовываешь вправо карточку, оплачиваешь. У тебя появляется, высвечивается опция Pay. После того, как ты оплачиваешь, появляется возможность дать фидбэк или свою ревью по поводу этого места. Завтрак был феноменальный, очень вкусно. Половина порции осталась. На завтрак на двоих $50 вместе с налогами и типсами. И мы будем продолжать двигаться дальше. Ребят, привет! Вчера мы брали на прокат корвет. И так как мы брали его не через обычное прокатное агентство, автомобильное агентство типа Budget, Avis, Enterprise и так далее, мы его брали с помощью приложения на телефоне, которое называется Turo. Пока мы в дороге находимся по пути к национальному парку Red Rock, я хотел бы, чтобы Данил рассказал вам побольше немножко об этом сервисе. Приложение, о котором упомянул Артур, называется Turo. T-U-R-O. Концепт очень простой. Ты арендуешь автомобиль непосредственно у владельца. Так. Таким образом это обходится дешевле, нежели его арендовать у агентства по прокату автомобилей, к которому мы обратились, чтобы арендовать этот Мустанг. Доступно в Штатах, доступно в Европе. Так. Приложение устроено очень легко. Ты выбираешь город, в котором ты хочешь снять машину. Выбираешь даты из списка доступных. Фильтруешь их, наверное, да? Абсолютно. Я помню, что ты можешь пофильтровать вплоть до моделей, марки и года автомобиля. Nice. Я на вчера выбрал Chevrolet Corvette за $115 в день. Конечно же, к этому были дополнительные взносы страховки, сервис, который идет непосредственно в сам Turo. Если тебе меньше 25 лет, ты тоже должен заплатить экстра. И прямо как же в Airbnb ты общаешься с владельцем через App, уточняешь детали своего приезда, где машину забирать. Какие-то базовые вещи. Например, мы взяли Luxury Muscle Car, и он сказал, что вы должны его заправлять только премиум бензином. Да. С 91-й октановое число. В самом приложении Turo, когда ты готов ввести машину, ты нажимаешь Start My Trip, делаешь 10-15 фотографий того, как выглядит машина до того, как ты поехал. Если тебе владелец предъявит, что типа, эй, тут царапина была. У тебя есть доказательства. Nice. Потом садишься в машину, мы вчера покатались очень много, нам очень понравилось, очень хорошая машина. Приехали,
написали владельцу, что мы приехали, и все. Сервис действительно очень удобный, и если вам что-то такое хочется экстремального, то мы бы вам посоветовали именно эту опцию. Если вам хочется чего-то менее экстремального, в приложении можно снять минивэны, которые вообще не экстремальные, если вам нравятся не экстремальные вещи. Да, хороший поинт. Приложение не только для того, чтобы снимать какие-то корветы, ламборгини или что-то такого плана, а просто, то есть приложение, где люди предлагают свои автомобили для людей, которые ищут автомобили. Так, ребят, мы подъехали к национальному парку Red Rock. Мы не совсем уверены, где как бы вход. Red Spring. Вот, давай сюда. Red Rock Canyon National Conservation Area. Мы нашли здесь трейл Red Spring. По фотографиям, как я понимаю, это просто полмили дистанция. Мы готовы ее покорить. Оазис посреди пустыни. Действительно, очень зелено, красиво. Мы в теньке. Прямо над нами огромная гора красного цвета. The earliest rock art images on the walls and boulders at Rock Spring may be over 6,000 years old. Действительно, на одной из скал, вот отсюда ее очень хорошо видно. И оказывается, это одни из самых старых рисунков в этой эре, которым почти 6000 лет. Мы проезжали по пути и нашли Scenic Drive, что означает достопримечательность, через которую можно проехать. Заезд стоит $15 американских. Мы хотим сейчас это попробовать, посмотреть. Ребят, одна из смотровых площадок на пути. Мне кажется, это самая высокая точка на всем нашем пути. Посмотрите сами. Ребят, привет! Сейчас уже 7 часов вечера. Мы находимся примерно в часе езды от нашего места destination. График немножко сдвинулся, и что мы думаем, это поехать в место, где мы забронировали ночлег. Находится он в городе Apple Valley. И что мы думаем, просто приехать, остановиться, разгрузиться, отдохнуть. Что бы я бы хотел, это просто посидеть вокруг костра, полюбоваться звездами. Я хотел бы, чтобы вы